Всем привет! Это мой первый влог в таком прям уж разговорном формате. И все-таки я решила вести этот канал больше как мой личный дневник, архив моих записей, моей жизни. Я хочу просто быть с вами честной относительно того, что происходит в моей жизни, показывать все вот как оно есть. Поэтому так. По поводу темы этого ролика я подумала, что ой, господи, столько много мыслей было в голове, а сейчас просто, которые я хочу рассказать таким красивым текстом, слаженным. Все звучало в голове, а как перед камерой начала говорить, так все посыпалось. Я, конечно, видела огромное количество роликов, мотивирующих на тему, как проводить свидание с самой собой и вроде того. И я понимала, что это важно, что это классно и здорово, но как-то, не знаю, мне всегда казалось, что у меня особо нет проблем с тем, чтобы побыть наедине с собой и чтобы просто как-то провести время с самой собой. Но оказалось, что я в какой-то момент просто перестала действительно наслаждаться пребыванием просто вот с самой собой. И в общем, этот ролик посвящен тому, как лично я пытаюсь снова найти вот этот вот баланс внутри себя и восстановить контакт с просто самой собой, как с девушкой, как с женщиной, вот как с человеком. И просто покажу вам день, вот как оно есть, вот как я это чувствую. Сейчас буду делать макияж. Быстренько на мои руки, пожалуйста, не особо обращайте внимание. У меня что-то в последнее время разыгралась экзема, и я уже не могу дождаться встречи со своим, в общем, дерматологом, потому что что-то как-то не очень. Нету, конечно, сейчас никакого крутого блогерского освещения, особенно, как, знаете, бьюти-блогеры делают подсветку на свое лицо. Так что, как есть, так есть. Я поняла, что я так давно не проводила день просто вот как-то наедине с собой, никуда не спеша, потому что даже если я там делала какие-то личные проекты, какие-то, может, картины рисовала, или, не знаю, занималась съемкой видео, или даже когда я гуляла с друзьями, я все время была в каком-то движении, все время куда-то спешила, как будто надо сделать вот это, вот надо прям пойти погулять, надо там не сидеть без дела, надо сделать то, надо сделать все. И все время как-то я поняла, что избегала вот этого момента нахождения самой собой. Вот все время пыталась как-то заполнить эту пустоту то какими-то просмотрами видео, то прогулками с кем-то. Причем, что, конечно, я люблю своих друзей. Когда гуляла с ними или там со своим молодым человеком, все равно наслаждалась, конечно, этими прогулками, но вот все равно я чувствовала, что я хочу личного пространства, но как только оно у меня появлялось, у меня сразу накатывала большая тревожность, и я просто не могла находиться самой собой. Недавно как-то, вот буквально на днях я подумала, собственно, а почему я вот, например, раньше, когда я была еще в школе, там в средней школе особенно, в старшей уже не так сильно, но вот в средней, я помню, я просто часами могла, хотя нет, в старшей тоже, в классе в 10, наверное, я просто могла часами сидеть дома, да что часами, днями, и в своей комнате просто ни с кем не разговаривать. Но не потому, что у меня не было друзей, а потому что мне просто это нравилось. Я думаю, блин, вот что такое? И потом я рассудила, вот в чем была причина. Ну, как мне... Ой, я забыла солнцезащитный крем. В принципе, сегодня довольно пасмурный день, но, как мы знаем, все равно нужно защищать кожу, особенно кожу лица. Ну, на глаза уже так сильно наносить не буду. Минус 5 лет молодости, ну. Я вот думала, в чем была причина, почему я тогда так наслаждалась вот этим пребыванием в своем личном пространстве и как-то не испытывала проблем с этим. Ну, даже вот если не брать в расчет то, что там я жила с родителями и как-то не думала о каких-то больших, о каких-то взрослых проблемах, все равно вот что-то было по-другому. Ну и одна из вещей, которые мне пришли в голову, почему так могло быть и почему перестала сейчас, потому что у меня было
какое-то вот пространство, которое я искренне считала своим, я ощущала безопасность в нем. Я чувствовала, что вот это вот мое. Я извини за тавтологию, но нахожусь вот в абсолютной безопасности. Ничто мне не угрожает, никто не прибежит, ничего не прилетит и так далее. И, наверное, вот в момент, когда все-таки все сломалось для меня, это, естественно, когда началась война, и я с того, наверное, дня потеряла вот, конечно же, это ощущение безопасности, и сама даже не замечала до этого момента, насколько это играет роль. И все время я жила где-то, ну, в каких-то съемных квартирах, все время переезды, заезды, где-то какие-то арендодатели. И несмотря на то, что в одной из съемных квартир я жила еще в Украине какое-то время с родителями, со своей семьей, все равно это было не то, все равно у меня тогда не было, например, своей личной комнаты и тому подобного. Поэтому не было ощущения, как будто я могу побыть наедине с собой, как будто я могу как-то обустроить свое пространство. А теперь я рассудила то, что, ну, я вполне могу обеспечить себе, даже в съемном жилье здесь, ту самую безопасность и свое вот это золотое пространство, где я могу чувствовать себя собой, где я могу просто наслаждаться вот этим вот чувством наполняющим, когда ты в гармонии с каким-то своим внутренним миром и просто находишь тот самый баланс между общением с людьми и вот такой интровертностью. При этом интровертностью не как побегом от реальности или от знакомств, опять-таки, а просто кайфуй. Okay? Вот. Кстати, немножко отступлю от темы, потому что почему нет? Если кому-то вдруг интересно, я вот сейчас наносила эту маску для рук, для того, чтобы хоть как-то восстановить свои руки после экземы. Эта маска не конкретно от экземы, но она как бы просто для очень сильно сухой кожи, восстанавливающая, но мне она хотя бы помогает как-то облегчить все это дело, пока я дойду до врача. Естественно, у меня есть свои какие-то кремы, которые мне прописали, но что-то мне не очень помогает. В общем, надо это все заменить. А еще смотрите, какие я недавно духи купила. Это вроде как бренд Билли Айлиш. Мне интересно, она сама-то пользует свои духи или нет, но пахнет очень сладко, но, знаете, не приторно. Вот такой благородно насыщенный запах. Вы знаете, бывает сладкий, который прям конфетный, как детский такой, вот как маленькая принцесса какая-то. А это все же другой, более взрослый запах. В общем, как-то так пока что. Взяла такой вот шопер из Uniqlo. Он, конечно, огромный. Я покупала его просто для своих пленеров. То есть, когда я иду рисовать, я могу туда положить мольберт, штатив для камеры, если нужно, все краски, особенно если я масляными иду рисовать куда-то на природу, то все это занимает место, но все очень удобно помещается как раз в эту сумку. Но у меня нету шопера среднего размера, в который бы влез мой ноут. Мне очень хочется, наверное, монтировать видео, может быть, даже этот ролик где-нибудь в кафе сегодня, поэтому как-то так. Пока жду машину, да, я хочу сказать такую особенность. Я хоть и нахожусь в Штатах, но все равно я не умею водить машину, у меня нет водительских прав. Но я пока, честно сказать, боюсь их получать, потому что меня пугает трафик на дорогах. Но так что меня пока возят и либо мои друзья, или я просто заказываю Uber, что как бы относительно дорого, но не слишком. Мне кажется, содержать машину тоже стоит определенных затрат. Но я думаю, что со временем я все-таки получу водительские права. Может быть, не знаю, буду ли брать себе машину здесь, может быть и нет, потому что это все-таки довольно дорого по содержанию, как мне кажется, страховка и все прочее. Но хотя бы просто уметь водить стоит. Но пока я немножко еще переживаю, хотя привыкаю к трафику на дорогах здесь, но все еще побаиваюсь.
Приехала. Ой, я очень надеюсь, меня слышно, несмотря на ветер. У меня по плану есть несколько вещей, которые я хочу сделать. Первое, я очень хочу сейчас зайти вот в обычный супермаркет, в котором я, как правило, покупаю продукты. И, знаете, это так забавно, но там такие милые плюшевые игрушки, в смысле, вот эти вот мягкие игрушки. И есть одна, которую я очень давно хотела, еще, еще несколько месяцев назад, когда приехала сюда. Я очень надеюсь, что она все еще там. Если нет, я чуть-чуть, наверное, расстроюсь. Но, в принципе, ничего страшного. И в целом я совершенно не хочу никуда спешить, потому что вечно в какой-то гонке, знаете, все время куда-то бегу, что-то пытаюсь успеть. А куда сейчас спешить? С чем переживать? Боже мой. Потому что сейчас у меня каникулы, и, в принципе, уже, конечно, середина лета. Относительно скоро начнется новый семестр, и беготни мне будет хватать в жизни. Так что хочется поспокойнее чем-то сейчас заняться, перезарядиться как-то. В общем, все-таки я чуть-чуть расстроилась, потому что ее-то мне оказалось. Это, в общем, была такая плюшевая игрушка овечки. Она была такая как бы квадратненькая, что ли, почти как из Майнкрафта, мне напомнила. И прям супер милая. Там еще были какие-то плюшевые зверята такого же плана, но их уже нету. Ну, потому что надо было покупать сразу. Я просто как-то не хотела, знаете, спешить с выбором. Мне казалось, что ой, зачем мне плюшевые игрушки здесь, на съемной квартире. А сейчас я такой, блин, да почему нет? Я все равно себе купила одну в итоге, которую я тоже давно хотела, но ее я заказала по интернету. А эту вот, не знаю, где и когда найду. Может быть, в другом магазине этой сети, в смысле, в другой точке. Но, по крайней мере, я купила себе цветочки. Просто так. Потому что в жизни у меня давно не было цветов. И мне просто очень захотелось. Знаете, мне еще так просто нравится этот тренд, когда девушки просто так покупают себе цветы, потому что им захотелось, чтобы ваза не пустовала, потому что захотелось какой-то красоты. Не обязательно ждать, что в тебе их кто-то подарил, можно просто как бы взять и купить. Там не было моих любимых пионов, но зато тут были вот такие вот, по-моему, это гвоздики. Поправьте меня. А тут как раз кафе с названием «Пионы». Возвращаясь как-то к своей основной идее, очень хочу сегодня просто погулять, послушать аудиокнигу, потому что я очень давно этого не делала. И вот опять-таки, даже снимая это видео, я немножко, по сути, нарушаю ту самую идиллию, которую я хотела себе создать, потому что я что-то делаю, что-то пытаюсь создать, чтобы не сидеть без дела, чтобы не пропускать ни минуточки времени, потому что часики-то тикают, они не стоят. На самом деле стоит просто расслабиться, наслаждаться моментом, гулять. Жить в таких вот домах с видом просто на океан. Ты живешь, а тут океан. Может, это, конечно, отель, я ошибалась. Хотя дальше есть 100% прям дома. И это прям здорово. В общем, сам отключаюсь. Буду слушать свою аудиокнигу. Вот сейчас чуть-чуть нету людей, все немножко разошлись.
Хочу сказать пару слов. В целом, на это видео меня вдохновили другие девушки-блогеры, которые показывают, знаете, такую прям спокойную жизнь, спокойные какие-то размеренные влоги. И это прям так сняло мою тревожность, что я решила сделать тоже вот что-то подобное. И да, извиняюсь, я все еще чуть-чуть не стесняюсь говорить, когда ходят люди мимо, потому что тут очень низкая дорожка. На самом деле всем просто все равно. Просто океан прекрасен со всех сторон. Я не могу остановиться и просто снимать, потому что мне все так нравится. Вот я хочу очень передать вот эту вот атмосферу спокойствия, которая здесь вот из-за воды, из-за океана, из-за вот этих вот пальм, побережья. Я, наверное, небольшой фанат тропиков, но мне здесь спокойно очень. Суть. Я хотела бы создавать тоже такой спокойный контент, который помогает людям с тревожностью, потому что я сама тревожный человек, и на самом деле я сейчас начинаю терапию, и я очень рада этому, потому что бывают моменты, когда ты уже просто сам не справляешься со всеми мыслями, со всеми переживаниями, с тревожностью, которая на тебя накатывает. Бывает, что ты понимаешь многие вещи, но не можешь их как-то уложить в своей голове. Или если на тебя находит тревожность, то очень сложно как-то вот удавить ее, успокоиться. И мне лично часто очень помогают видео про размеренную, спокойную жизнь, где никто никуда не спешит. Особенно, знаете, когда показывают какой-то контент из деревни, летом, или даже если человек там на постоянной основе живет и зимой. Это просто так здорово. И я очень хочу делать то же самое. Вдруг мои ролики помогут кому-то. Смотрите на эту красоту. Ну, не могу. Еще воздух такой свежий. Morning light is breaking, gentle breeze is waking, birds are softly singing, new days beginning. Вот что происходит, когда я забываю нанести бальзам для вазелина. Эх! Слушай, просто аудио. Streams of water flowing, great peace is growing. Find your peace here, let go of your fear. Breathe in the calm, rest in nature's balm. Stars in the endless sky, soft wind whispers by, moonlight gently glowing, calmness ever flowing.
такой вот короткий ролик получился. Надеюсь, что вам он понравился и помог как-то отвлечься от повседневной суеты, настроиться на ту самую спокойную волну. Надеюсь, что я и в будущем смогу радовать вас подобным контентом. Пишите свои мнения и пожелания в комментариях. Буду очень рада прочитать. Также подписывайтесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал, на мой инстаграм. Там я выкладываю много вещей из повседневной жизни, показываю свои художественные работы, потому что если кто вдруг не в курсе, то в первую-то очередь я художник-живописец, и постараюсь сделать побольше роликов на эту тему. Дайте мне знать в комментариях, что именно вы бы хотели посмотреть. Желаю всем отличного дня, ночи или вечера. Всех обнимаю, люблю. Пока-пока.